Мое решение будет касаться исключительно внутренних вопросов. И ответить на вопрос, что если им удастся покушение на президента. Скажите, завтра нет президента, что? На режимном телевидении вышел очередной блокбастер о вооруженном мятеже в Беларуси с Лукашенко в главной роли. По сценарию фильма задержанные оппозиционные лидеры Григорий Кустусев, Александр Федута, Юрий Зинкович готовили покушение не только на самопровозглашенного, но и на его детей. В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. По версии Геббельс ТВ, вооруженный захват власти организовывался несколько месяцев при помощи польских и американских агентов. И только благодаря доблестным российским ФСБшникам трагедии удалось избежать. КГБ Беларуси уже рассказала, что задержанные свою вину признали, якобы обвинив во всем другие страны. Хотя, зная, как в нашей стране в тюрьмах издеваются над задержанными, такого рода показания вряд ли могли кого-то удивить. Польша и США все обвинения нелегитимного в попытке захвата власти в нашей стране назвали ложными, а политолог Павел Усов привел достаточно вескую причину подобного маски-шоу. Весь этот сложный сценарий существования мирового заговора против Лукашенко и его семьи с явной попыткой внешнего вторжения и вооруженного захвата Беларуси был разыгран для того, чтобы наконец создать повод для спасения Беларуси Россией от некой фашистской оккупации, разместить российские военные базы на территории нашей страны и полностью разорвать дипломатические отношения с Западом. Не стоит также забывать и о том, что захватчиком власти в нашей стране является только один человек, имя которого мы все прекрасно знаем. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, это уже слишком. Все границы перешли уже. А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же все и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Беларуси? Об этом никто не думает. Лукашенко в угол загнали, деваться некуда, все, Россия поглотила. Даже речи об этом не шло. Я это рассматриваю исключительно как попытку продемонстрировать белорусскому и уже российскому даже народу, обществу, что вот Лукашенко сейчас стал жертвой всемирного заговора, а на самом деле он выбор не проиграл, а выиграл, и сейчас надо вокруг него сплотиться. Ему нужно выставить себя в роли жертвы, и вот он пытается такими вот провокациями это организовать. После этой провокации, я считаю, еще раз, это провокация, Россия стала небезопасной страной для пребывания граждан Беларуси, имеющих свою особую гражданскую позицию. В Беларуси введен временный запрет на ввоз и продажу отдельных продуктов компании «Нивея». Ограничение продажи крема в нашей стране, скорее всего, связано с отказом компании спонсировать чемпионат мира по хоккею в 2021 году, если он будет проходить в Минске. По этой же причине, кстати, совсем недавно в Беларуси запретили продажу самой популярной модели автомобиля «Шкода Рапид», который также отказался спонсировать турнир в государстве, в котором нарушаются права человека. Скорее всего, с запретом на продажу столкнется и немецкая компания автомобильных масел и смазочных материалов Лики Моли, которая также открыто высказалась против насилия в нашей стране. Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще не причастны к этому. Это будет, вот прямо говорю, это будет страшная резня. У меня кровь натекает, но кровь не останавливается. Огромный ОМОНовец, здоровый, высокий, такой 46-й, наверное, размер ботинки, мне нажал на голову и давил ногой. Реальные просто пытки. Специально держали в наручниках, били по наручникам, чтобы отбить кости. И сказали: на расстрел, в тир, туда, на расстрел, их, суки. Там было настоящее гестапо, которое вот показывали когда-то. Настоящее, просто как вот это вот фашисты делали. И я считаю, что они заслуживают этого имени фашисты.